Само собой, с выходом нового обновления для GTA Online в игре много чего поменялось. Где-то что-то исправили, где-то что-то добавили, поэтому сегодня в рамках рубрики 20 секретов, фишек, багов и особенностей апдейта я расскажу вам обо всем поподробнее. Начнем с основных изменений, которых наверняка многие заметили, а далее постепенно будем углубляться в более секретные и интересные детали. Кстати, выпусков будет 2, если хотите, чтобы продолжение вышло как можно быстрее, давайте наберем 7000 лайков под этим роликом. Погнали! Нет времени фармить на весь новый контент? Не беда. Переходи в мою личную группу по накрутке, где прямо сейчас по сниженным ценам мы быстро и качественно прокачаем твоего персонажа в GTA Online. Как пример, набор «Все за 700», в него входит любой уровень, любое количество денег, а также открытие всех доп. Услуг. Ну а самое крутое мы подготовили специально для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5. Цены снизились в 2 раза, время прокачки тоже, поэтому консольщики, мы вас ждем. Сделаем все по красоте. Один совет: при заказе рекомендую использовать мобильную версию ВКонтакте, ибо только через нее отображается весь список товаров. Через компьютер, к сожалению, многого не видно из-за ограничений самого ВК. Все ссылки само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Помимо огромного количества новых предметов одежды и татуировок, Rockstar добавили в игру одну новую прическу для женского персонажа. Да, только для женского, называется она коротко. Передвижная химлаборатория Brickade 6х6 одно из самых крепких транспортных средств в игре. Грузовик выдерживает 47 выстрелов с РПГ, если в кабине никто не сидит, и 49, если водитель все-таки есть. Только представьте, опрессор понадобится 3 раза вызвать и вернуть обратно в гараж, чтобы ракеты обновились и хватило для уничтожения Brickade 6х6. Короче, практически неубиваемый грузовик, передвигаясь на нем, можете не беспокоиться о своей безопасности. Сюжетные миссии от Агаты Бейкер из обновления казино теперь можно проходить в одиночку. Раньше для этого требовался как минимум один друг. Трудно было найти тиммейта, никто особо не заходил в лобби, ибо все прошли эти миссии в первый день апдейта и повторно желания их перепроходить у игроков нет. Теперь же запустить эти миссии в одиночку не проблема. Ну и напоминаю, что за их полное прохождение в качестве лидера в конечном итоге вы получите бронированный Inus Paragon R полностью бесплатно. Через меню взаимодействия, перейдя в раздел предметы, теперь можно скрыть ненужные контакты, а ненужных, как вы понимаете, в игре 99%. Лично я оставил самое главное — Дакса, ибо позвонив ему можно запросить классную высокооплачиваемую работу Лестера, ибо он может скинуть звезды розыска такси, которое по-хорошему тоже надо скрыть, ну и в принципе все. Механика и страховку убрать нельзя, они всегда будут отображаться. Супер крутое нововведение в игре, теперь телефоном пользоваться в разы удобней. Кроме этого, в меню взаимодействия в разделе отображения меток на карте теперь не нужно регулировать каждый отдельный пункт. Rockstar в самый верх любого из разделов добавили один единственный тумблер, который либо скрывает, либо отображает все иконки на карте. Через настройки крупного транспорта за $5000 Brickade 6х6 можно переименовать из лаборатории во что вашей душе угодно. Лично я свой грузовичок назвал Колымагой, как мне кажется, идеальное название для этого транспортного средства. За все миссии по продаже груза через ангар отныне вы будете получать в 3 раза больше денег. Каждый груз теперь стоит не $10000, а 30. Наконец-то ангар стал более-менее фармопригодным бизнесом. Конечно, до выплат с ограблений как до луны, но между делом, пока действует кулдаун на то же Кайо Перика, теперь можно спокойно фармить через ангар. Кстати, в этом вам поможет Террорбайт, ибо теперь все миссии по добыче сырья для ваших предприятий, будь то офис, бункер, ангар и так далее, можно запускать в сессии по приглашению. До этого через Террорбайт так делать было нельзя, нужно было обязательно заходить в открытую сессию. Начиная с сегодняшнего дня и до 18 декабря Muscle Car D-классе Tacoma Coupe можно забрать в GTA Online полностью бесплатно в качестве награды за выполнение недавнего челленджа в ограблениях. Напомню, Rockstar поставили цель всем комьюнити в сумме украсть $2 триллиона на финалах ограбления, а игроки перевыполнили задачу и сумели вынести целых 4. Короче, обязательно зайдите в игру до конца этой недели и заберите Muscle Car D-классе Tacoma Coupe полностью бесплатно. В игре появилось новое метательное оружие — газета с кислотой.
но, к сожалению, ее нельзя купить. Лишь на одной из миссий по продаже товара в вашей химлаборатории можно будет воспользоваться этим, в кавычках, оружием. В газеты будет завернута кислота, их придется как курьер развести по разным адресам и закинуть в корзины. Печально, что газеты нельзя получить не в рамках миссии, было бы прикольно покидаться ими с друзьями, как снежками на Новый год. Автомобиль Anis 300R по непонятной причине будет доступен в продаже лишь до 28 декабря, что потом будет с этой тачкой неизвестно. Либо ее уберут на какой-то определенный срок, а затем обратно вернут в продажу, либо удалят навсегда и будут изредка выставлять в оффлайн автосалоны и на подиумы казино и автоклуба. Поэтому на всякий случай, если вам этот автомобиль понравился, постарайтесь успеть купить его до 28 декабря, ибо потом хрен его знает, когда у вас появится такая возможность. После летнего обновления преступной организации Rockstar дали возможность игрокам прокачивать велосипеды через Avenger, менять цвета, ставить пулестойкие покрышки и ксенон. Видимо, это был косяк со стороны разработчиков, ибо теперь эту возможность снова убрали. Велосипеды больше нельзя загнать в Avenger и, к сожалению, нельзя прокачать. Совсем скоро в игре появится оружейный фургон, через который можно будет покупать много чего интересного. Огромное количество эксклюзивных скинов на оружие, на нож, на биту, на микро-ПП и так далее. А также долгожданный рейлган будет продаваться именно здесь за $730 тысяч. К слову, он будет немного ухудшен по сравнению с версией из одиночки, более низкий урон и уменьшенная скорость стрельбы. В одной из работ Дакса, получить которую можно позвонив ему, есть возможность разблокировать эксклюзивный костюм курьера Go Postal. Все, что нужно сделать по ходу миссии, это угнать курьерский фургон, поставить на него детонатор, пригнать в логово байкеров, беспалевно уйти, взорвать его и оторваться от копов. В конечном итоге вы получите $100 тысяч и эксклюзивный костюм курьера Go Postal. Выглядит классно, кто коллекционирует редкие шмотки, welcome, эта миссия специально для вас. Теперь через механика можно заказывать велосипеды. Всегда напрягало брать велик из гаража и оттуда куча времени добираться до какой-то локации, чтобы поделать трюки. Отныне такой проблемы не будет, правда печально, что разрабы додумались до этого лишь спустя 9 лет. Некоторые говорят, что ворота Los Santos Customs стали открываться чуть-чуть быстрее. Не знаю, если это и правда, то разница совсем небольшая. Вы бы навряд ли ее заметили, если б я вам об этом не сказал. Из игры убрали одиночные сессии. Раньше в главном меню, перейдя в раздел «Сеть», можно было выбрать 6 вариантов сессий. Начать, сессия по приглашениям, сессия банды, закрытая сессия для друзей и одиночная сессия. Теперь же вариантов осталось только 5, одиночную сессию убрали из игры, видимо особого смысла в ней не было, игроки туда тупо не заходили. Завершим сегодняшний выпуск небольшим багом. Некоторые игроки жалуются на косяк, связанный с химлабораторией Brickade 6х6. Дело в том, что грузовик время от времени просвечивается. Обычно это происходит после тюнинга, либо после закупки сырья у псины. Да что говорить, даже в том же фрикшопе свет от лампы, которая находится за грузовиком, отображается сквозь него. Выглядит странновато, думаю пофиксят, но для этого нужен патч, поэтому навряд ли это произойдет в ближайшее время. На сегодня все. Напоминаю, 7000 лайков, и я моментально сажусь монтировать второй выпуск этой рубрики с другими секретами, фишками и изменениями апдейта. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, нужно успеть выполнить цели набрать 280 тысяч подписчиков. Буду очень благодарен, если вы мне с этим поможете. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, но я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.